Привет, меня зовут Альфина, и я работаю в Unfrozen. А меня зовут Митя, и я геройский блогер. Друзья мои, сегодня мы пообщаемся с Ваней Юнитконом, с человеком, который является, наверное, без преувеличения, одним из самых сильных джибусистов чуть ли не в мире, о чем он, конечно же, будет очень скромно умалчивать и, скорее всего, отрицать, но, тем не менее, безумно сильным игроком. Надеюсь, вам понравятся наши вопросы и в целом диалог, так что приятного просмотра. Друзья-геройщики, еще раз всем привет! Те из вас, кто следит за каналом, в курсе, сколько всего интересного снимает наша команда. Мы готовим интервью, поднимаем важные вопросы в комьюнити, снимаем полноценные документальные фильмы о героях. Я очень хотел бы в целом расширять штат команды и повышать качество роликов для того, чтобы снимать еще больше интересного и топового геройского контента для вас, но, как вы и сами понимаете, это все очень большие трудозатраты. Мы, наконец-то, завели странички на Boosty и Патреоне, а внутри самого YouTube есть функции «Супер спасибо» и спонсорство канала. Вы также можете сделать единоразовое пожертвование через сервис Donation Alerts. Все ссылки будут в описании и в шапке канала. Хотел бы заранее поблагодарить всех тех, кто откликнется и поможет развитию нашей команды. Спасибо, геройщики. Ваня, приветствуем тебя. Лично для меня ты настоящая легенда. Я, конечно, знаю, что ты у нас молодой человек очень скромный и, скорее всего, все будешь отрицать, но лично мое мнение, что ты чуть ли не самый сильный игрок СНГ на Джибус-кроссе, а возможно даже и во всем мире. Тем не менее, мы очень надеемся, что наши интервью будут смотреть разные геройщики, и, возможно, кто-то, очевидно, наверное, кто не наблюдает за киберспортивной сценой, тебя не знает. Как бы ты сам себя представил? А что тут можно рассказать? Немножко, конечно, многословно это все, как всегда, ты любишь. Играю в герои, да, третьи, вот эти самые интересные, самые старые, потому что компьютер тянет. Справляется компьютер, пыхтит, тарахтит, но справляется. Играю 4 года, наверное, уже где-то 4,5. Стримлю немного на Твиче. В турнирах каких-то участвую. Шоу-матчи какие-то играем. Весело, интересно, задорно. Я, как уже, наверное, могли догадаться зрители, являюсь твоим фанатом и, честно признаться, наверное, буду делать очень много отсылок на эту тему, что мне известны некоторые моменты твоего творчества. Тем не менее, хотелось бы узнать у тебя, что еще помимо героев ты стримил. Недавно вот во время трансляции ты рофлил со старой записи World of Warcraft, и вроде как тебя посещали теплые воспоминания. Помимо WoW, было что-то еще? Я играл не такое большое количество игр. Я начинал CS 1.6 еще вот это. Детство, когда собирались молодежью там возле компьютерных клубов, на ланы, которые там организовывали всякие еще административные ресурсы. Типа бесплатные турниры и прочее, где приезжало по 50 команд с разных городов. Вот. И когда поступал в институт в Москву, надеялся, что найду себе команду в Москве серьезную, потому что играл уже там на полупрофессиональном уровне в сети. Но потом как бы CS 1.6 загнулась, вышла другая версия, и пересел полностью вот на вот этот World of Warcraft. Тоже много времени уделил этому. Шикарное было время MMORPG, когда в жизни качаться не надо, качайся в компьютере. А затем, соответственно, начал играть в PUBG, в стрелялку. Тоже много времени очень потратил, порядка 3000 часов. И с напарником как раз по стрелялке попробовали, как-то сидели ночью. То в Warcraft 3 поиграли, который на отстройку, на развитие, то в Герои. И в тот момент узнали, что в отличие от Warcraft в Героях намного проще, потому что есть онлайн-лобби. Можно очень быстро находить оппонента, можно быстро играть по сети, и с того вот времени плотно остался как раз в этой игре. Расскажи, в какие другие части героев, кроме третьих, ты еще играл? Можешь что-нибудь рассказать о других частях? Что тебе нравится, что нет, что особенно запомнилось? Я точно играл, опять же, вот в детстве, по-моему, в 4-й или в 5-й, наверное, в 4-й герои. Но, там уже была совсем иная графика. И как-то все версии героев, что я видел, вообще ни капли не цепляют относительно вот 3-й. Последующие версии имели не особо большой успех. То есть на этом мои знания о последующих версиях, они обрубаются.
Ты сказал, что начинал с того, что сражался со своим товарищем, а спустя какое время тебе пришла в голову идея начать стримить свои игры? Ну, стриминг героев просто в тот момент, когда я вот чуть-чуть научился играть, я начал играть специфический шаблон, который играл не так много людей в лобби. И получилось, что уже на тот момент, как бы в течение года, в плане рейтинг стал более-менее игровым, то есть уже можно было играть с теми людьми, по чьим играм я условно чьи игры я смотрел до этого, там, на Ютубе, в записях, или на Твиче кого смотрел, там, мастодонты типа Хеллайта, Стингера, Гамунгулса. Вот, и получилось так, что уже мог с ними играть, а не просто смотреть. И в тот момент, когда к этому подходил, почему-то решил это дело стримить. Все-таки одно дело, когда ты стримишь то же самое, что и большая часть аудитории, да, а другое дело, когда то, что называют контент, он немного отличается, тем самым ты можешь зацепить ту часть аудитории, которая этого найти не может на Твиче. Ну и так потихоньку получилось, что со специфического шаблона Jebus King все пришло на обычный Jebus. Когда ты во время ответа упомянул другой шаблон, я даже сходу не сориентировался, что именно ты имел в виду, только потом из контекста я понял, что речь о Кинге. Скажи, пожалуйста, твое мнение. Тебе как будто вот пришлось завершить с Кингом, потому что сообщество пошло в ту сторону, или он тебе просто банально надоел? Что ты вообще можешь сказать о Jebus King как о шаблоне? Безусловно, на тот момент, когда я уже заканчивал играть Jebus King, мне приходилось искать оппонента, там доходило до часа и полутора, понятное дело. Но сказать, что топить, я до сих пор считаю, что Jebus King это шикарный шаблон для того, чтобы научиться строить цепи, да, и принимать решения на таймере пошустрее, чем делают многие игроки на обычном Jebus. То есть в плане получения какой-то базы этот шаблон явно проще, потому что тебе дают что-то, что помогает тебе брать объекты быстрее, тебе не надо изобретать, придумывать велосипед. И поэтому считаю, что шаблоны с фиксированной структурой, они в любом случае очень полезны. Для тех, кто хочется научиться играть, например, Jebus Cross. Почему хочет научиться играть Jebus Cross, это уже другой вопрос. По импакту и пользе именно в развитии в плане игры после Кинга не было вот ни одного для того, чтобы научиться играть Jebus. Может быть, не так уж просто заманить в героев новую аудиторию и новых зрителей, но старых совершенно точно привлекает в них огромная реиграбельность. Если не учитывать только рандом, случайность и генерацию, к примеру, на твой взгляд, что вообще подарило этой игре такую долгую жизнь? Почему старые игроки продолжают в нее возвращаться, хотя третий герой — это очень солидная по возрасту игра? Мне кажется, она в первую очередь обусловлена тем, что хоть игра и достаточно старая, да, какой там, 99-й год? Да, Точно. 99-й. Да. Когда ты начинаешь ее познавать, вот этот процесс обучения механикам, пониманию игры, какие там есть нюансы и прочее, он настолько огромный и длительный, потому что можно провести 2 года в этой игре, играя нон-стопом, и через 2 года узнать что-то новое. То есть такое ощущение, что разработчики в эту игру на тот момент заложили прям очень серьезную базу для такой, казалось бы, не самой масштабной игры. То есть тот же самый физмик, да, с полным описанием и прочее. Не знаю, мне кажется, что вот в первую очередь за счет того, что игра, которая, может быть, выглядит в плане графики не супер современно, но в плане механик она явно свое время, в котором ее выпустили, она его опередила уж точно, в первую очередь. Но во вторую очередь это, конечно же, ностальгия. Кто-то ностальгирует по компьютерным играм, кто-то по играм с приставок, то есть таких людей достаточно много. Не секрет, что были времена, когда герои довольно успешно конкурировали по просмотрам на Твиче с такими супер-мастодонтами, как Dota и Counter-Strike. Было это очевидно во времена очень крупных турниров от MS-студии, от каких-то других Twitch-аккаунтов с известными комментаторами. Однако в простое время герои не могут похвастаться большими цифрами, в первую очередь потому, что не обладают ярким экшеном на экране, который сейчас, очевидно, привлекает молодую аудиторию.
Как ты считаешь, какие изменения в механике игры могли бы пойти на пользу смотрибельности матчей? Ну вот изменить так, чтобы это осталось героями, да, пошаговой стратегии, и в то же время стало актуальным, я даже не представляю. То есть одно дело добавить смотрибельности в плане того, что какие-то интересные матчи и турниры будут хорошо освещаться, и для этого будет определенный софт, да, на уровне игры подготовлен, для того, чтобы можно было, как в КС, там, подключаться спектактором, или как это называется, да, HLTV раньше был, вот, и чтобы те же самые худеры, комментаторы имели возможность иметь полную информацию по поводу того, что происходит у одного игрока, что происходит у другого игрока. То есть, мне кажется, это было бы условно явно большим плюсом для того, чтобы освещать какие-то вот матчи и турниры. Что, на твой взгляд, вообще мешает героям привлекать новую молодую аудиторию? Ну, мне кажется, как раз отсутствие, так сказать, той самой современности. Все-таки пошаговая игра, которая требует много времени, потенциально требует много времени. Длительность матча. Не то чтобы даже длительность матча, да, мы знаем, что игры бывают и очень быстрые, а игры бывают 10-часовые. То есть это не назвать сессионной игрой, да, где ты зашел и знаешь, что у тебя одна игра будет в пределах 40 минут-часа, и вне зависимости от результата ты быстро начнешь новую и прочее. Герой, мне кажется, в этом плане эмоционально ты более подвержен тому, что после длительной партии, которую ты проигрываешь, ты можешь там условно расстраиваться, твоя мотивация может падать и прочее. Спасибо большое. Теперь давай немножко изменим тему и поговорим в целом о балансе и о механиках третьих героев. И начать хотелось бы вот с чего. Относительно недавно все геройщики отпраздновали новое большое обновление. Наконец-то вышла фабрика, новая фракция в Хоте, о которой мы все долго думали, которую обсуждали, которую ждали. Вот она случилась. Что ты о ней в целом думаешь? На твой вкус она вписалась в общий список городов? И как бы ты оценил эту фракцию конкретно на Джебус Кроссе? Опять же, повторюсь, да, есть люди, которые обновлений ждут, есть люди, которые, вот, я к себе больше к другим отношу, тем, которые могут до дыр зубрить одно и то же, где другие будут считать, что уже ничего интересного нового нет. Лично для меня еще здесь, поле непаханное в плане того, в чем разбираться и прочее. То есть сказать, что фабрика, лично я ждал таких изменений, да как-то не особо. В плане того, как вписалась, с одной стороны, какой-то интерес аудитории, безусловно, подогрело, кто-то вернулся там посмотреть, что за замок, изучить. В плане силы замка на Джебус Кроссе, мне кажется, фабрика находится в самом нижнем тире как раз, да, где-то наряду там с Цитаделью и Инферно. Очень интересные юниты в плане вот этих вот автоматонов всяких, грейженных Куатли, которые имеют уникальные обилки, которых раньше в этой игре не были. Но как бы на бумаге замок сильный, а по факту смотришь вот большая часть генерации, и действительно лично у меня складывается впечатление, что замок достаточно слабый. И объекты берутся, конечно, не так легко. То есть, если на каждом замке можно сказать какой-то принцип, да, что есть такой-то там стартер, Игнат, который может легко взять заставу, то сказать, что фабрика в этом плане, проще сказать, что на Генриете пытаться брать или на героя со стрельбой цех к концу проще, чем вот такие вот базовые там заставы на Тираксоре, я не знаю, улик на Дрейконе, конца на Галтране. То есть в этом плане, мне кажется, фабрика достаточно тяжелый замок. Помимо того, что этот патч добавил новую фракцию, в нем было и очень много других значительных изменений. Например, теперь, конечно, не дает не 400, а 300 мувпоинтов, а из игры убрали тех самых 2000-х героев. А для наших уважаемых зрителей, которые, возможно, не видели наши другие видосы, в которых я даю пояснение, кто это такие 2000-е герои, если очень коротко, это те самые герои, которые в моменте игры были удалены, либо убиты. В общем, они с карты исчезли, но при этом они играли. И вот если они заходят заново в таверну, то их очки передвижения пересчитываются, и они могут пройти гораздо больше путь в первый свой день появления, что дает игрокам огромные просто дополнительные стратегические возможности. А вот теперь их нет. Так вот, я помню, что когда это произошло, ты отвечал на вопросы зрителей на Твиче, что тебе такие нововведения категорически не нравятся.
сейчас, с течением времени, твое мнение поменялось на этот счет? И вообще, в принципе, что думаешь по поводу вот таких обновлений? Ну, на тот момент я точно был не в восторге, потому что, опять же, та база, которая заложена на условном Джебус Кинге, да, она как раз позволяла на таймере делать много различных действий, в том числе крутить этих 2К героев для того, чтобы проводить больше боевок, собирать больше артефактов, вытаскивать какие-то далекие объекты и прочее. И действительно, этот момент с 2К героями, да, понятное дело, что может быть не только 2000-е, могут быть 3000-е герои, там, могут 2400 и прочее. Получается, что много различных механик, которые кому-то в каких-то их играх могли решить игру и решить исход, да. Сейчас в этом плане ушли больше в сторону пошаговости. И поначалу, безусловно, я говорил, что мне это там супер не нравится, но с другой стороны, если ты планируешь дальше играть в эту игру, ты адаптируешься. И вот спустя какое-то время, как бы сейчас мы имеем совсем другую игру, сейчас уже еще больше, мне кажется, имеет ценность просмотра, которые позволяют примерно оценить, да, вероятность того, что оппонент достанет до тебя, достанет до замка, заберет у тебя замок, или ты достанешь до замок. Больше необходимости считать каждую клетку мувпоинтов там по просмотру земли и определять, дойдешь ты или не дойдешь до чего-то. То есть тоже немного приоритеты поменялись за счет того, что 2К герои убраны из игры. Но я на данный момент адаптировался к этому, мне кажется. То есть, условно, была возможность, которой кто-то любил условно пользоваться, а кто-то, он более консервативен, он не будет вытаскивать один улик на последние деньги 2К героями, да? И он предположит просто расставиться по карте, чтобы забрать этот улик завтра. Хотя неизвестно завтра там наступит в героях это завтра или нет. И получается, что эта возможность была, а теперь этой возможности нет. Теперь все в одинаковых условиях. Интересно было бы услышать твое мнение о цепочках героев. Для профессиональных геройщиков, для киберспортсменов, для тех, кто много и давно играет в героев, это неотъемлемая часть игры, потому что навыки игрока во многом проявляются в том, насколько эффективно он умеет строить цепочки героев, передавать войска, артефакты и так далее. Но бытует мнение, что новых игроков цепочки наоборот отталкивают. Они требуют большого микроменеджмента, они очень удлиняют конкретный ход, требуют математических расчетов. На Джебус Ауткасте, например, цепочек вовсе нету, и у него есть своя аудитория. Что ты думаешь глобально о цепочках героев, и как ты думаешь, если бы по мановению волшебной палочки из героев убрали цепочки, это все еще были бы герои, или это уже была бы для тебя какая-то другая игра? Мне кажется, для новых игроков просто можно делать меньше размер карты, где ценность мувпоинтов будет не такая высокая, условно, да? А в плане цепочек, мне кажется, это очень важный аспект игры. И не могу понять, в чем именно трудности это вызывает. То есть цепочки — это ж не просто расставить героев. Тебе сначала надо просто расставить приоритеты, понять, в какой последовательности что ты собираешь, а потом планировать. То есть цепочки — это не что-то обособленное. Цепочки — это когда ты уже посмотрел, там, я не знаю, разбежался по дорогам хотя бы один день, там, посмотрел, что ты точно пробиваешь тем войском, что имеешь, что не пробиваешь. Если ты вынесешь на одного героя, как отсюда продолжить дальше. Ну, мне кажется, что цепочки... Безусловно, у игроков высокого уровня эти цепи бывают красивые. Там, они могут задействовать и 6, и 7, и 8 героев, которые у них имеются, да, доступно. Но сказать, что цепочки — это именно то, что отталкивает новых игроков, я об этом, честно, даже не думаю. За то время, пока я тебя смотрел, вот у меня создалось впечатление, что уж кому-кому, а Ване Юниткону вообще до лампочки, сколько именно просидеть часов в лейте даже против самого душного оппонента. Помню, как-то раз на стриме тебе задали вопрос аналогичный на эту тему, и ты сказал, что если ты не можешь дожать своего соперника, а он уперто не пишет ГГ, это не его проблема, а именно твои, потому что, значит, ты не можешь найти способ, как быстро и эффективно его убить. Как ты думаешь, быть может, чтобы в целом все-таки хоть как-то уменьшить длину партии, нужно было бы пересмотреть текущий win-condition, ведь по правилам игра может затянуться чуть ли не на сутки. К слову, даже на про-сцене такие случаи бывали. Да, и эти случаи показательные. Они говорят о том, что у тебя может быть самое сильное войско, самый сильный герой и самые большие
ну вы поняли, что там висит, да, между ног, но ты все равно проиграешь, потому что как раз win condition, который есть, ты не можешь его достигнуть. И, как по мне, эти игры, вот я готов смотреть 13 часов таких игр, честно. Вот одну игру 13-часовую готов смотреть, потому что это красота. Когда один уходит в контроль карты, а второй имеет тоже контроль. Одно дело, если у второго просто войско большое, но нет контроля, да, понятно, что он обречен. Но когда у одного фулл контроль, у второго фулл контроль, и один другого полностью перекрутит, это красота, и это показывает как раз понимание и расстановку приоритетов. Что сейчас нужно заниматься не тем, что мы пойдем пытаться добрать какое-то войско, добрать статы, чтобы конкурировать с этим самым сильным игроком на карте. А мы сейчас пойдем, получим контроль над картой, и потом оставим оппонента в одном замке. И пройдет 4 игровых месяца, можно будет задиплить все ГО на карте и все равно выиграть. То есть это офигенная механика, к сожалению, которую современные реалии длительности сессии игры и современные, ну, в моем понимании, да, медийные стримеры, которые не могут позволить себе играть таким образом очень долго, это абсолютно неоправданно. Стримить одну игру на огромную аудиторию, такое количество времени. К сожалению, они эту механику упраздняют разными способами. Но в моем понимании это супер важная составляющая, которая как раз может показать разницу между игроком хорошего уровня и игроком среднего уровня. Тут сложно сказать, в чем будет критерий, да, сложно сказать, что вот убив главного героя, тот игрок там должен сдаваться, то есть невозможно будет оценить войско с одной стороны и с другой, финалка может быть в одну сторону, да, тотальное уничтожение, а финалка может быть такая, что останется один юнит, а финалка может, ну, у одного из игроков, да, второй там погибнет, а финалка может быть такая, что оба главных героя, они погибают и больше не приходят в таверну. То есть мне кажется, что просто критерии другого придумать сложно. Вот если у вас есть какие-то идеи, мне бы даже было интересно выслушать. Но я лично даже не понимаю, что может быть критерием. Контроль центрального замка — это не критерий, абсолютно. Есть ли какой-нибудь топ недочетов? Или, может быть, знаешь, не то что объективных недочетов, но каких-то аспектов игры, которые лично тебе не симпатичны, и ты бы предпочел, чтобы их поправили и поменяли, но, естественно, это сейчас невозможно. Ну, мне кажется, в первую очередь, это стабильность лобби, да, чтобы это, ну, я понимаю, что те усилия, которыми сейчас это организованы, по сути, на плечах одного человека, которому помогают администраторы, которые не факт, что за это что-то получают. Мне кажется, еще какая-то опция в плане того, чтобы можно было заводить аккаунт и проходить регистрацию более, как сказать, там, где больше всяких данных идентифицировалось бы, чтобы, ну, аккаунт в лобби делался не за 2 секунды, вводя абсолютно рандомную почту. Чтобы это хотя бы сохранялось как лог на уровне его аккаунта, даже если вот, ну, у Бараторча есть бан по железу, но он его может снимать по каким-то причинам. То есть такие, ну, все люди там имеют, да, шансы на ошибки и прочее, но как бы не всех заставляют играть со всеми. Чем мне очень нравится геройское лобби, то что система матчмейкинга позволяет тебе выбирать, с кем тебе играть самому, а не создавать, как становиться в очередь и ждать оппонента. Отсутствие, да, именно матчмейкинга позволяет тебе самому выбирать. И, по сути, геройщики очень часто играют с одними и теми же людьми с определенным кругом лиц. Ну, в плане хоткеев понятно, что нету какой-то гибкости, да, абсолютно. То есть есть определенные клавиши, которые частично описаны в физмиге, частично ты можешь найти сам, и ты не можешь их переназначать. То есть в плане интерфейса, да, не очень удобно. Благодарим тебя за ответ. Ну и теперь самый интересный лично для меня вопрос для тебя. Смотри, я бы сказал, что ты у людей в первую очередь ассоциируешься с нестандартным геймплеем. В эпоху, когда есть новая школа темпа, так называемая, геройщики, которые очевидно пропагандируют выход на первой неделе или инста-поражение, Ваня Юниткон умеет играть спокойную игру. Даже у тебя на стримах во время подписки вылезает такая прикольная табличка с архангелом, и, мол, кто-то посвящается в ряды антитемпа. То есть ты такой
некий идол игры через именно вторую неделю и более уверенного выхода. И именно ты вел моду играть через улучшенных юнитов 7 уровня. Правильно ли я понимаю, что таким образом ты ставишь перед собой задачу показать широким массам геройщиков, что далеко не всегда необходимо гнаться за какими-то быстрыми цифрами выхода в центр. И даже для профессионала, если он выходит в начале второй недели, такие затяжные выходы всегда, ну или там почти всегда могут быть оправданы. Ну, мне кажется, что это лишь говорит о том, что можно играть не обязательно на тех объектах, да, которые именно содержат уже существ, а играть в отстройку. И говорит о том, что в первую очередь надо оценить свой, так сказать, расклад, который предоставила генерация, и попытаться прикинуть, что будет выгоднее. Выйти там условно на 7-й день на обычных юнитах, либо же выйти на 1-2-1 с какими-то Т7 юнитами, имея больший потенциал пробивок. То есть сказать однозначно, что что-то из этого лучше, никогда не скажешь, все ситуативно. Иногда центр пустой, иногда-то домашние утопы слабые или денег не хватит на отстройку. Просто что мне в этом нравится, когда ты вот оценил свой расклад и принимаешь решение, во что ты играешь, ты с ранних, так сказать, таймингов начинаешь готовиться к этому. Да, и многие игроки, которые привыкли смотреть вот этот темп, так называемый, да, их удивляет, и у них всегда возникает вопрос, откуда столько золота, откуда столько золота. Как будто ты что-то новое показываешь, ну, по крайней мере, раньше. Сейчас уже многие и игроки, и стримеры тоже любят поиграть в Т7, особенно с домашними утопами. Ну, да, то, что... Ну, опять же, в этом и проблема. То, что когда ты играешь и выходишь 1-2-1, там оппонент в центре, ты пытаешься игру затянуть, посмотреть, найти ауты, это все приводит к тому, что длительность игры, она увеличивается, и не все игроки готовы с тобой играть, потому что им это неинтересно. Они не любят такой формат. Они называют там условно, да, как это сейчас в комьюнити, душный, и сдаются. В этом же месте не могу не спросить тебя, как игрока, любящего играть через медленную игру и выход через улучшенных юнитов 7 уровня, про вообще отстройку там, существ в разных замках. Вот смотри, понятно, что играя за подземелье, оплот или сопряжение, пытаться строить драконов или фениксов будет или профессионал по приколу, да, или уж совсем новичок с выходом там на какой-нибудь, 3-й или 4-й неделе. Так вот, хотел бы ты, чтобы сильнейших юнитов за все замки строить было приблизительно одинаково по трудозатратам? С твоей точки зрения, добавило бы это зрелищности и интереса партиям? Ну, безусловно, добавило. То есть, рассмотреть как раз изменения механик отстроек рампа данжа, безусловно, требуется, потому что 1.2.2 это достаточно поздно, да, но мы забываем о том, что мы воспринимаем игру именно в реалиях Джебус Кросса. То есть сказать, что я не знаю, как на других шаблонах условно, да, там в кастомной игре и прочее, как это все важно. Но для Джебуса, безусловно, отстройка драконов и, в основном, мне кажется, черных драконов, она крайне тяжела. Потому что грейдить ты ничего не можешь, а родной земли у тебя нету, тебе надо очень быстренько разменяться в каком-то объекте, иначе или быстро взять нычку драконов, да, на том же шахтере. Иначе тебе очень тяжело фармить золото, там, ресурсы на карте. Да, мне кажется, требуется рассмотреть что какие-то изменения в этом направлении. Но сказать, что именно все равнозначны по трудозатратам, нет. Все равно должны быть отличия. Эти отличия как раз закладываются на этапе торга. Какой-то замок рейтит выше, какой-то замок рейтит ниже, какой-то замок рейтит выше для темпа, какой-то замок рейтит выше для антитемпа. И эти все вещи, которые потом выливаются в личный опыт игроков и их предпочтения, они как раз сталкиваются на этапе торгов, и все это как бы большая составляющая игры. Но не должно быть такой дикой разницы, что на одном замке можно поставить грейд на 5-й день, а на другом замке можно поставить грейд только на 1.2.2. Безусловно, это слишком. Что скажешь по поводу баланса в игре и его нынешнего состояния? С твоей точки зрения, есть ли, например, очевидные проблемы в том, как сбалансирована магия, или в том, как сбалансированы отдельные фракции друг относительно друга? Может быть, не знаю, какие-то юниты тебя коробят тем, что они слишком сильные или слишком слабые? С точки зрения баланса, мне кажется, там условно магию ее можно перерабатывать, да, потому что в любом случае, если рассматривать всю магию в игре,
то по большей части она отбрасывает кучу заклинаний, которые условно являются мусорными, да, и очень редко где-то используются. Безусловно, используются, но крайне редко. И какой-то вариативности не так много. То есть там всегда можно составить быстро один и тот же список заклинаний, которые тебе нужны в той или иной ситуации, да, и редко ты будешь условно там решать игры огнем или водой и прочее. То есть в основном земля, там, воздух, безусловно, и огонь где-то там важен, безусловно, вода, но земля типа вот прям воздвигнута на пьедестал, приоритет, импла, ТП, резурект, метеорка условно, да, масло, щит, камни-кожа. То есть в этом направлении можно работать. Сказать, как работать, честно, я не могу сказать. Потому что очень много видел всяких, в чате это очень частый вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы ТП перенести в воду и прочее? Мне кажется, это, опять же, пока не попробуешь, не посмотришь, не потестируешь и не сыграют хотя бы пару сотен игр люди, никаких выводов нельзя сделать. Это все вот, как, на словах оно может быть и интересно, а на практике, там, условно, брать воду для того, чтобы можно было ТПшиться, тоже глупость, как по мне. А в плане силы замков, мне кажется, все упирается все равно в торг. Нет такого, что один из замков ты хочешь отдать 10 тысяч, а за другой, то есть один игрок платит 10 и автоматом забирает замок. Такого нет. В любом случае, как бы если рассматривать обычный джебус без всяких условий грейда, не грейда, сила замков — это компенсация на этапе торга и, опять же, личные предпочтения. То есть, в моем понимании, основные вещи, которые требуют доработок, это вот само лобби, стабильность лобби, интерфейс, матчмейкинг для как раз новых игроков, чтобы у них не было трудностей найти оппонента. Но если проецировать все это на реалии того, что один игрок может написать ГГ на первый-второй день, да, особенно на небольшом рейтинге, это частая проблема, то я не знаю, как это будет существовать. Магия, в первую очередь, это то, что можно рассматривать как на полнейшую переработку с сохранением большей части, конечно, того, что есть, но вот с какой-то доработкой, может, с какими-то новыми заклинаниями, может, изменением уровней заклинаний там и прочее. Ну и напоследок хотелось бы тебе, как профессиональному игроку, задать вопрос про некий идеальный для всех шаблон. Вот считается, что разновидность Джебуса, а именно его зеркальная версия MTGC, более скилловая, ведь наполнение у обоих игроков одинаковое, а значит выиграет тот, кто сможет реализовать полученную сдачу лучше. В этот же момент шаблон относительно прост в своей схеме. Финалки там наступают почти так же быстро, как и на простом Джебусе, поэтому и зрителям он тоже интересен. Так вот, как ты в целом считаешь, какими качествами должен обладать шаблон, чтобы быть и требовательным к скиллу, то есть чтобы его любили папашки, да, грубо говоря, обладать при этом зрелищностью, да при этом еще чтобы зрителям он был тоже очень интересен и понятен? Вот если все-таки предположить, что такой шаблон можно создать, каким бы ты его описал? Мне кажется, МТ-то под все эти критерии подходит, за исключением того, что на обычном джебусе у зрителей будет два интересных расклада, да, а здесь, по сути, будет один. Просто с двух сторон, разными глазами. Но в плане интереса, смотрибельности, соревновательной составляющей лично для меня МТ это как раз эталон. Единственная проблема МТ, что вот ты сказал, что по времени примерно так же, на самом деле на МТ все-таки попозже финалки происходят. Все зависит от того, насколько контактный центр, насколько быстро рейс подыгран, да, то есть нет гарантии, что ты на 1-2-1 выйдешь на МТ. Совсем нет такой гарантии. И другой момент, что, мне кажется, эмоционально проигрывать зеркалку намного тяжелее, чем обычный Джебус Кросс. Это еще одна важная составляющая не баланса, да, то есть ты можешь всегда сказать, смотрите, ребят, такая генерация, я реализовал, что мог, проиграл, ничего страшного. В следующий раз, сгенери чуть получше, реализуй чуть получше, все нормально. На зеркале ты так сказать не можешь. На зеркале, если ты проиграл, тебе переиграли. То есть те люди, которые говорят, что он это разведал, я это не разведал, у него земля, у меня не земля, мне кажется, безусловно, это сильно решает, иногда очень сильно, но это не является основным критерием того, что зеркало — это не балансный шаблон. То есть зеркало удовлетворяет тем критериям, которые ты назвал лично для меня полностью. Ваня, спасибо тебе большое за твои
ответы. Пообщаться с профессиональным игроком всегда очень интересно. Надеемся, ты тоже продуктивно провел время. Ну, герои, они были актуальны, они сейчас актуальны. Мы будем надеяться, верить и делать все возможное для того, чтобы они и в будущем были актуальны. Всем, так сказать, хорошей игры в героя.